Эй, парень! Неделя закончилась вчера. Пора платить. Есть тут кто? База наша давно не работает, никого не берем. И вы не знаете, кто это? Не знаю. Попросился пожить. Ну, я и пустил его. Неделю назад. К нему кто-нибудь приходил, приезжал? Нет, не видел. Ничего конкретного сказать не могу, труп уже начал разлагаться. Есть только это. Смесь сушеного глубоководного планктона и мягких кораллов. Стелла ди маре. Что это? Корм для глубоководных рыб. Так, а что? И все. Я небольшой специалист в области глубоководной фауны. Неужели? Еще остались области знаний, где ты не специалист. До свидания. На груди слева обширная гематома. Вероятно, вследствие сильного удара тупым предметом. Сломано ребро. Похоже на убийство. Телефон, документы? Да, в то время я работал начальником КБ «Искра» на Таллин-Маше. Эрика Лац была моей секретаршей. Что вы можете сказать о ней? Веселая, красивая, за ней многие ухаживали. Когда сообщили, что она сбежала в Финляндию, это было как гром среди ясного неба. Эрика очень красивая была. Очень. Но ветреная. Много романов, всяких ухажеров. Кто сообщил вам, что Эрика убежала в Финляндию? Точно не помню. Но у нас в конструкторском бюро ходили слухи, что у нее появился какой-то финн. Поэтому сообщение о ее бегстве не показалось мне странным. Оно вон как получилось. В 88-м в своих показаниях вы упомянули о том, что Эрике часто приходил некий неизвестный. Моя квартира находилась как раз напротив квартиры Эрики. У нее бывали мужчины, но разные. А в последний месяц перед ее исчезновением к ней приходил один и тот же мужчина. Я не видела его лица. Он как будто скрывал его. Все это есть в ваших показаниях? Вы можете что-то добавить? Нет. Тогда я все сказала. И потом столько лет прошло.
Погибший Андрей Ладынин, известный среди аквариумистов разводчик рыб. Директор океанариума опознал его по фотографии. Нам сюда. Интересно, что это за хреновина? Эта хреновина, скорее всего, аквариум для глубоководных рыб. А этот баллон создает дополнительное давление. Глубоководные рыбы испытывают на себе гораздо большее давление, чем рыбы на поверхности. А ты вроде не был специалистом по глубоководным рыбам. Андрей, хозяин квартиры. Еще один молодой человек, 20-25, явно аквариумист. Есть запахи рыбной муки, спирулины и гамаруса. Гамарус, что это? Маленькие рачки. Еще один мужчина, 40-45. Тоже аквариумист? Не похоже. Каких-то четких маркеров нет. Девушка 20-25, любит протеиновые коктейли. Мужчина выращивает пауков-птицеедов. От него исходит запах сыра. Сыра? А почему именно пауки-птицееды? Хувентоксин встречается только у пауков-птицеедов. Вот. Откуда, скажи, откуда ты все это знаешь? Скорее всего, рыбок украл кто-то из этих 5. Фишнеппинг. Похищение рыб. А это она? Любительница протеиновых коктейлей. В каких отношениях вы были с Андреем Ладыниным? Близких. Мы встречались. Когда вы его видели в последний раз? Недели 1.5 назад. Пришел ко мне поздно вечером. Сказал, что уезжает ненадолго. Попросил поухаживать за рыбками и пропал. Телефон отключен. Я уже собралась полицию заявлять. А тут У Андрея были друзья или знакомые? был один, то ли друг, то ли приятель. Сергей. Вечно ошивался здесь. Такой же помешанный на рыбках этих. Знаете его адрес или номер телефона? Нет. Если у вас все можно, я рыбок покормлю. Я Андрею обещала. Я рада, что ты согласился. После того, как я включу аппарат, вы по очереди понюхаете эти образцы. Начинаем. Сенсация. Ну что, нашел? Форум, на котором тусят любители аквариумных рыбок, змей, пауков и прочие зоофилы. Где они? А вот здесь список магазинов, которые торгуют пауками. Представить себе не мог, что их так много. Но есть один магазин. Затерянный мир. А рядом с ним грузинское кафе-сыроварня Сулугуни. Пауки с запахом сыра. Ты гений, Гена.
Они прекрасны, правда? На любителя. Вас что-то интересует? Он был в квартире Ладынина возле аквариума. Полковник СБР Лебедев, нам надо поговорить. Это нелегальный бизнес. Практически во всех странах мира глубоководные рыбы запрещены и к ввозу, и к вывозу. Я не знаю ни одного магазина, который бы торговал. Это очень сложная процедура. Вы понимаете, таможни, перевозка. Ну, если бы этим кто-то занимался у нас, я бы знал. Так что... О, да это же редкий вид крабового паука. Неудивительно, что вы его прячете. Что вы имеете в виду? Только то, что крабовый паук запрещен к вывозу из Австралии. Или у вас есть австралийская лицензия? Нелегальный бизнес, говорите? Я продал Андрею пару мятных ангелов. Что еще за ангелы? Редкие глубоководные рыбки обитают в водах острова Ява на глубине около 100 метров. Их очень сложно вылавливать и поднимать наверх, не повредив. В неволе такие рыбки не размножаются. Их ловят специально под заказ. Ну и сколько стоят эти мятные ангелы? $90 тысяч за пару. Рыбки. 90 тысяч. Это еще не самые дорогие. Откуда у вашего приятеля, простого аквариумиста, 90 тысяч долларов на покупку пары рыбок? Понятия не имею. Мое дело продавать, и я на проценте с каждой сделки. Андрей принес деньги, я заказал рыбок. Все. Когда видели Ладынина в последний раз? Недели 2 назад. Я приезжал к нему за выводком мальков гуппи. Ему кто-то угрожал? Я не в курсе. Если вдруг что-то вспомните, сразу звоните. Обязательно. Где простой аквариумист, зарабатывающий на мальках гуппи, достал 90 тысяч долларов? Как проходит обследование? Новый муж Воскресенской, только успевать говорить. Сенсация. Сенсация. А вообще, мне это не очень интересно. Что ты им сказал? Ничего. Что ты им сказал? Говорю же, ничего. Смотри мне. А то скормлю тебя твоим паучкам. Обычно информация от запаховых рецепторов обрабатывается в так называемом обонятельном центре, который находится в височных долях коры головного мозга. Обычно. Но ваш случай уникальный. Если бы я не увидел сам, я бы ни за что не поверил. Помимо обонятельного центра, у вас в обработке информации активно участвует зрительная кора головного мозга. Да, поэтому ты и видишь запахи. Это невероятно. Сенсация. Именно. Скажи, ты помнишь, как у тебя появилось повышенное обоняние? Есть один запах, который вызывает у меня странное не то воспоминание, не то видение. Я бы хотел понять, что это. А есть, скажем так, носитель этого запаха? Отлично. Приносите. Что? На форуме появилось объявление о продаже мятного ангела. Но только самки. Почему только самки? Кто продавец? Некто Сергей. Это вы звонили мне? Вы Сергей? Деньги принесли? Принес.
Покажите. Сначала покажите рыбку. Вот. А что это за красные пятнышки? Какие пятнышки? Вот, эти красные кровавые пятнышки. Не кровь ли это Андрея? Какого Андрея? Ладынина? Настоящего владельца рыбки, которого вы убили. А в неволе мятные ангелы, они не размножаются. А Андрей уверен, что это возможно. Он хотел создать акваферму по разведению глубоководных рыб. И каким образом? Он сконструировал специальный аквариум с дополнительным давлением, тем самым сымитировав состояние глубоководности. Он думал, что если рыбки попадут в свою естественную среду, они начнут размножаться. Но у него ничего не получалось, а ему нужно было отдавать какой-то большой долг. А что за долг кому? Я не знаю. А когда последний раз видели Андрея? Дней 10 назад. Пришел ко мне поздно ночью и сказал, что уезжает. Попросил взять себе мятных ангелов. А почему решили продать рыбок? Не рыбок, рыбку. Самец умер. Чтобы самка не умерла, ее нужно поместить в специальный аквариум. У меня нет таких условий. А я думаю, все было по-другому. Ты убил Андрея, забрал его рыбок с целью наживы. Андрей убит? Гражданин Милявский, вы пока свободны. Временно не покидайте город. А рыбка останется у нас. Не похож он на убийцу. Милявский и Яровая утверждают, что Андрей от кого-то прятался. Интересно, от кого? Алло. Ваша рыбка объявилась. Кто-то продает самку мятного ангела. Алло? Я по поводу объявления о продаже рыбок. Каких именно? Медный ангел. Мятный ангел. Да пофиг, я просто хочу их купить, но только пару. Ну, вы же знаете, сколько стоит пара мятного ангела? В курсе. Ну, я подумаю. Перезвоню вам. Ее же совершенно невозможно выдержать. Эта стерва ненавидит меня с детства. Юль, ну нельзя ж так о матери. Поверь, это я еще старательно выбираю выражение. Но, с другой стороны, мне же совершенно не с кем оставлять Роберта. Поэтому приходится терпеть. Если бы не она, мы бы с тобой тоже сегодня не встретились. Да? Но у тебя как дела? Есть ли жизнь после свадьбы? Ты представляешь, есть. Да? Ну а почему же вы тогда не поехали в свадебное путешествие? По-моему, это так романтично. Костя пишет докторскую. Не хочет отвлекаться. Да и какие свадебные путешествия? Не знаю, мне кажется, единственное, что надо делать в нашем возрасте, это путешествовать и развлекаться. Были бы возможности. А дети? Детей планируете? Ты знаешь, мы не спешим. Решили пожить для себя. Ну, я же говорила.
Ваш счет. Сколько с меня? Перестань. Я угощаю. Спасибо. Ты так добра ко мне. Нет, ну ты посмотри на нее, а? Невозможно уже. Маленькая моя, хорошенькая моя. Кушай, кушай, кушай. Вы звали? Лебедев, тут такая ситуация, корм кончился. Ты можешь подсказать, где и как его покупают? Океанариум Стелла Димара. Оптимальный вариант. Тамара Липкина. Стелла Димара. Да. Я утром зашла покормить рыбок, а тут такое. Пищевые красители? Кто-то перекрашивает рыбок. Разве такое возможно? Тело всех рыб покрыто специальной слизью для защиты от внешних паразитов. Чтобы перекрасить рыбку, с нее сначала удаляют защитную слизь, фактически лишают ее кожи, затем погружают в краситель, либо обкалывают шприцем. Я знаю, кто это сделал. Ангелы у тебя? Деньги принесли? Ты рыбок сначала покажи. Вроде они. Деньги давайте. Но не здесь же. Трипофлавин. Ну давайте деньги. Это мои рыбки. Дмитрий Николаевич? Да, Здравствуйте. Тамара, вы мне звонили. очень приятно. Да просто хотел подзаработать. Я вспомнил, что у Андрея были желтые рыбки-ангелы. Они по форме похожи на мятных и красить легко. Да по телефону было понятно, что клиент лох. Но не такой уж лох, как оказалось. Номер телефона, по которому он звонил, остался? Да. Первое. Эти рыбки не приболели. Второе – это не мятные ангелы. Вам продали перекрашенных рыбок. Не понял, они что, ничего не стоят? Нет. К тому же после такой перекраски рыбы долго не протянут. Какая встреча? Вы задержаны по подозрению в убийстве Андрея Ладынина. И вообще, пора закрывать эти нелегальные получатели. В моем детстве, помню, рыб чуть ли не гречневой кашей кормили. А сейчас что рыбок покормил, что в ресторан сходил. Ну, глубоководные рыбы требуют особого ухода. А вы, как я понимаю, начинающий аквариумист? Да, начинающий. В детстве мечтал завести рыбок. Но то денег не было, то еще что-то.
А сейчас обстоятельства так сложились, что вот решил попробовать. Но эти рыбки очень прихотливые. Вы уверены, что сможете за ними правильно ухаживать? Что-что, а ухаживать я еще не разучился. Будут вопросы, звоните. До свидания. До свидания. Спасибо. Я никого не бил. Он сам упал. Сергей Милявский утверждает иначе. Мало ли, что он утверждает. Или есть свидетели. Как вы познакомились с Андреем Ладыниным? Кто это? Я такого не знаю. Во время обыска в вашем доме среди прочих расписок была найдена и вот это. Я, Ладынин, Андрей Валерьевич, взял в долг у Башарова Александра Ивановича $70 000 США сроком на 30 дней. Ладынин денег не вернул, начал скрываться. Вы его нашли, убили тупым предметом. Молотком или кулаком? Так, стоп. Нечем мне мокруху шить. Так долг под проценты давал. Он взял у меня 70 штук под залог своих рыбок. Потом куда-то пропал. Я просто хотел вернуть свои деньги. Но я никого не убивал. Что делали во вторник вечером? Я больше ничего не скажу без адвоката. Господин Башаров, вы задержаны по подозрению в убийстве Ладынина Андрея Валерьевича, а также нанесению телесных повреждений средней тяжести Сергею Милявскому. Выводи. Трипофлавин. Товарищ полковник, Да, слушаю. Андрей Ладынин 47 минут назад заходил на фарм. Как это? Кто-то зашел под его ником. Интересно. Взломать сможешь? Я решил купить ваших мальков. И если предложение еще в силе. Отправляй. Есть. Будем надеяться, он клюнет. Ни за что не догадаетесь, что я обнаружил. Трипофлавин. Антисептик, который добавляют в воду аквариума во время карантина при разведении рыб. У
Ладынина получилось? Ему удалось вывести мальков мятного ангела. Да, удалось. В количестве 12 штук. И мы с Геной как раз сейчас их пытаемся купить. А как вы... Сообщение прочитано. Печатает ответ. Какое сообщение? Что происходит? Гена обнаружил, что кто-то заходил в чат под ником Ладынина. Мы вскрыли его переписку и увидели, что Ладынин 3 недели назад пытался продать своих мальков кому-то с ником Костя1970. Тогда этот Костя мальков не купил. А вот сейчас мы с Геной пытаемся их купить под его ником. Есть 12 мальков. Отдам за 100 000. Пиши. Покажите мальков. А как вы пишете от его имени? Взломали. Сделано вчера днем. Но это мы сейчас проверим. Есть метаданные. Пиши. Когда мы с вами сможем увидеться? Как я вас узнаю? Пытается удалить переписку. Черт, что-то не так? Андрей уже встречался с этим Костей. Покупал у него гуппи. Черт. Удаляет учетную запись. Есть геолокация. Место, где были сфотографированы мальки. Где? Центр детского творчества «Солярис». Кто-то специально нагрел бутылку. Берите, берите. Передавайте всем. У всех уже есть? Очень хорошо. Возьми тоже. Держи. И все вместе. Вильма! 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 Полиция. Офицер Кристиан Мяги слушает. Здравствуйте, это Белла Осмоловская. Мне оставили записку о том, что со мной хочет побеседовать следователь. Совершенно верно. Но следователь сейчас занят, он свяжется с вами завтра. Ясно. О чем он хочет поговорить со мной? Об убийстве вашей подруги, Эрики Лаац. Убийстве? Каком убийстве? Вам все объяснит следователь. Завтра в 7 утра. До свидания. Боже мой. Ты же мне говорил, что видел, как Эрик и Финн сели на паром.
И где аквариум? Криозот? То, что шпалы пропитывают? Мало ли, может быть, кружок юных железнодорожников. Натуралист. Кабинет 332. Останься здесь. Откуда в детском центре криозот? Ну, мало ли, может быть, поделки мастерят. Без криозота? Так, наверное, туда. Какая вонь. «332 здесь!» Похоже, это не наши. Ген, покажи фотографии мятных ангелов. Что случилось? Здесь убийца. Он заблокировал дверь. Твою мать! Стой! Ген, навались. Эй, ты в порядке? Да, еще. Эй, эй, очнись. Фу, какая вонь. Криозот. Они наверху. Заперты. Наверх. Яна, навались. Давай.
Руки медленно! Руки! Лицо! Покажи лицо! В тот день я приехала к Андрею на турбазу. Хотела убедить его продать всех рыб. От них одни проблемы. Но он и слушать не захотел, сказал, что мы разбогатеем. А на самом деле у него были одни долги. А Мальков его только один чек хотел купить, да и то передумал. Я поставила вопрос ребром. Или я, или рыбы. Он толкнул меня. Я ударила его кулаком в грудь. Он упал. Я не сразу поняла, что произошло. По заключению экспертизы у Андрея Ладынина была миокардиопатия. Он умер от разрыва сердца, вызванного вашим ударом в грудь. Я не знала, это получилось случайно. А телефон Андрея Мальков Мятного Ангела тоже взяли случайно? Мальки и так были у меня. А телефон я забрала, потому что там были мои звонки. Тренер тэквондо в Центре детского творчества. Стаж 2 года. Давно занимаетесь? С детства. Папа хотел мальчика, а родилась я. Понятно. Уводи. Я не хотела убивать. Я его любила. В дружной СБРовской семье Мятных Ангелов пополнение. А где рыбка? Погибла. Не углядел. Не место им здесь, Витя. Плохой из меня аквариумист. Я готов. Но они же стоят целое состояние. Мы передаем их вам бесплатно. Главное, чтобы малыши были в безопасности и росли в хороших условиях. Все-таки разучились ухаживать. В плане рыбок, да. Извините. Нужно ехать. Может, поужинаем? Как-нибудь? Может, поужинаем. Тогда до свидания. До свидания. Бондарев. Да. Хорошо. Уже лучше? Да. У вас отмечена необычайно высокая активность в миндалевидном теле. И что это значит? Миндалевидное тело отвечает за такую эмоцию, как страх.
На когда ты с ней договорился? На 7. Набери ее. Здравствуйте.